Олег, мне очень нравятся твои фотографии. Спасибо, я рад, что они тебе понравились. Ну, я, конечно, дико извиняюсь, но как ты их снимал? Мотался в США и Берлин? Да не, я просто снимал в онлайне. А, какие же они мыльные. Чего? Любарский, тот самый Любарский, тот самый Любарский, я Любарский, тот самый Любарский, тот самый Любарский, Всем привет, с вами тот самый Любарский. Как и обещал в прошлом видео, сегодня речь пойдет о том, как проводить онлайн-съемки и как в них участвовать. В этом видео я расскажу о способах съемки, а также поделюсь с вами некоторыми платформами, которые позволяют это сделать. Основной акцент будет на программе FaceTime, так как больше всего снимаю через нее. Далее я расскажу, как организовать съемку, а также о том, какие могут быть сложности. Посвящу отдельный блок моделям, ну и, конечно, расскажу, на что стоит обратить особое внимание. Итак, погнали! В этом виде съемки качество зависит от соединения. Иконку с лицом можно двигать в разные углы, но не убрать без кадрирования. Если иконку не кадрировать, то везде будет видно ваше лицо. Такой своеобразный копирайт на каждый снимок. Но также можно сделать это частью проекта, связав ситуацию, которая происходит в кадре у модели, с вами. В зависимости от вида устройства, с которого вы делаете скриншот, размер будет различаться. Разрешение скриншота зависит от разрешения экрана и операционной системы. Если вы снимаете через FaceTime, вы можете воспользоваться функцией Live Photo. Google Duo дает возможность снимать с помощью функции Google Моменты. Обратите внимание и не пугайтесь, если во время звонка и, соответственно, вашей съемки вы увидите нечеткое пиксельное изображение. Как только вы откроете получившееся фото в галерее, вы увидите их в нормальном качестве. Качество снимка зависит больше от камеры, чем от уровня сигнала. Если вы боитесь не успеть поймать кадр или хотите поймать буквально все, можете сделать запись экрана в одном из приложений. Но будьте готовы, качество таких кадров ниже, чем если сделать скриншот или снять через Live Photo. Для этого способа вам понадобится ваша камера. Вы можете снять на камеру экран своего монитора, либо если у вас есть проектор, вы можете транслировать на стену изображение модели и снимать его на вашу зеркалку. Размер фотографии у вас будет большой, но как вы сами понимаете, снимок будет полон пикселей. Если у модели есть камера Canon, Sony, Olympus, то эти камеры можно подключить через USB к компьютеру, установив программу от разработчика камеры. Таким образом, через меню этой программы вы сможете управлять камерой с компьютера, но в нашем случае модель будет моделью, поэтому мы дополнительно устанавливаем программу TeamViewer. В итоге фотограф имеет возможность снимать с ее ноутбука на профессиональную камеру. Если модель ваш друг, но у нее нет камеры, вы можете выслать через курьера камеру для нее, либо договориться с сервисом аренды. Привет! Да вот работаю над новым видео про съемки онлайн. Уже, прикинь, на 14 минут текста выходит. Да, Арсений, я знаю, что длинные видео невозможно смотреть с моей интонацией, но я ведь только учусь. Я понимаю, что мне нужно добавлять смешные вставки, но везде их запихивать не нужно. Думаю, мои видео очень полезные. Они смогут обойтись без перерывов на шутки. Давай на связи. Ах да. Не забудь же в конце концов подписаться на мой YouTube канал. Это приложение дает достаточно резкую картинку при разном уровне сигнала, что дает возможность сделать скриншот максимального качества. Здесь удобно перемещать окошко своим лицом в любой угол кадра. В этом приложении есть функция съемки, получается квадратный снимок, который делится ровно пополам, и на котором видно вас и вашу модель. Google Hangout не подходит для съемки, так как, чтобы попасть в него, нужно совершить слишком много действий. Zoom. Качество картинки проигрывает по сравнению с Google Duo, но не нужно будет жестко кадрировать снимок, так как есть возможность разместить картинку на полный экран, в котором иконки размещены по самым краям. Если вы фанат Google, то есть приложение аналогичное Zoom. Google Meet.
Большую разницу по качеству я не заметил, и там есть возможность поставить HD, качество для приема передачи видео. Иногда есть разница в балансе белого, но в целом примерно один уровень. FaceTime – приложение, встроенное в экосистему Apple техники. Соответственно, доступно только его владельцам. Качество видео высокое, так что можно снимать через скриншот. Но иногда бывает сыпется картинка, если долго снимать или уровень сигнала низкий. Также здесь можно снимать через функцию Live Photo. Для этого способа уровень сигнала не так критичен. Даже если посыпалась картинка при звонке, фото будут качественными. Снимки при втором способе получаются без каких-либо иконок, и на них видно только саму модель. Перед съемкой нужно проверить заранее, включена ли эта функция у фотографа и модели. Ее можно активировать в разделе FaceTime. При съемке Live Photo идет захват 1,5 секунд до и после снимка. В этом приложении можно выбрать любой момент из тех 3 секунд. Но лучшим по качеству всегда будет фикс заставки. Но если вам не так критично, вы можете выбрать другие варианты. Но качество будет хуже. Главное, что нужно запомнить, что от качества картинки на дисплее не зависит итоговое качество фотографии при съемке Live Photo. Если ваша модель счастливый обладатель камер Canon, Sony, Olympus, то вы можете использовать ее. Для этого варианта вам нужно попросить модель установить программу от разработчика камеры EOS Utility, Sony Image, Olympus Captures, а также программу TeamViewer. Модель подключает камеру к ноутбуку, включает программу производителя камеры, далее подключает вас к ее ноутбуку через TeamViewer, и вы управляете камерой. Снятые фотографии модель отправляет вам на обработку после съемки. Идеально! В основе фотосъемок онлайн лежит тесное сотрудничество модели и фотографа, а также детальное обсуждение всех моментов. В этой съемке на центральное место выходит именно момент подготовки. С каждой моделью я взаимодействую по одному алгоритму. Сначала модель скидывает мне фотографии своих локаций в дневное время. Также я уточняю с ней, с какой стороны заходит солнце и в какое время нет жесткого света в квартире. Так как особенность съемки онлайн – это необходимость снимать исключительно при дневном освещении, если, конечно, у модели нет профессионального света, далее я запускаю процесс креатива, начинаю накидывать предложения, а также сразу уточняю, есть ли у модели штатив или крепление для телефона. Также узнаю, какие интересные предметы есть в квартире, которые мы сможем использовать в ходе съемки. После первого этапа подготовки мы созваниваемся по видеосвязи с моделью. Чтобы определить качество сигнала в квартире, я делаю тестовые снимки во время разговора на основную и селфи-камеру, предварительно попросив протереть ее линзы. Во время созвона мы еще раз проходимся по всем локациям, потом мы снова обсуждаем детали, я пытаюсь найти дополнительные места для съемки, плюс обращаю внимание на то, что можно использовать в нашей фотосессии. Дома у людей есть много интересных предметов. Представьте, что квартира — это студия, вещи в ней — это реквизит, который вы можете использовать. Теперь вы не только фотограф, но и театральный художник по костюмам и реквизитам. Спрашивайте, что можно взять, что подвинуть. За вопрос не бьют, особенно на расстоянии. Также в процессе звонка я сразу намечаю, где какой кадр мы снимаем, где портрет, где общий план, где средний. Плюс в зависимости от наличия и отсутствия штатива определяем, где и на что ставим телефон. При поиске моделей на первые съемки я столкнулся с этим вопросом, и было сложно объяснить, что идея формируется именно в процессе подготовки к съемке. Чем больше вы покажете мест, предметов, тем больше возможностей для раскрытия творческого потенциала вашего и фотографа. Если нет штатива, можно использовать кружку. В нее насыпаем гречку, если сможете ее найти в магазине, и тем самым фиксируем его. Если гречки нет, можете взять пластиковый стаканчик из-под йогурта, сделав в нем разрез. Если нет пластика, можно взять переходник на вилку и закрепить на нем, либо закрепить на бутылке при помощи резинок.
Также книга может стать вашим другом и в этом деле. Положите на открытую книгу телефон, закрепив за счет бутылки. Далее зависит от вашей фантазии. Если есть возможность купить профессиональный скотч, то лучше используйте его. Он называется тейп. Его преимущество перед традиционным скотчем – он не оставляет после себя следов, прочен на разрыв, либо подойдет малярный скотч. Одежду можно выбирать под каждую локацию и предмет. И единственное условие в съемке онлайн – не использовать, если это возможно, черную одежду. Черный цвет камера телефона высветляет, особенно при ярком свете. Аналогичная ситуация возникает с черным фоном. С белым, как и с другими цветами, проблем не возникает. Первое, что нужно сделать, когда вы созвонились, это сразу попросить модель протереть камеру телефона. Я обычно прошу моделей во время съемки использовать первые 5 минут селфи-камеру, чтобы они привыкли, чтобы они поняли, что выходит. А далее я использую основную камеру, так как на ней качество заметно выше, чем на селфи. Особенно это видно отличие при ярком солнечном свете. Также при съемке через селфи-камеру модель начинает смотреть на себя, на дисплее. А значит, она смотрит вниз, а не в камеру. Так что если вы будете использовать селфи-камеру, нужно контролировать этот момент. Обычно я совмещаю репортажный стиль с постановочным. В том плане, что я иногда говорю, когда требуется замереть или направить куда-то взор, а иногда просто общаюсь, шучу и в этот момент делаю кадры, чтобы фотографии были не только красивыми, но и максимально живыми. Также нужно ориентироваться, где лево и право модели, а не ваши. При съемке FaceTime через Live Photo лучше сразу проверять, попадает ли кадр в раздел фото. Если нет, то советую завершить звонок и набрать снова. Периодически фотографии появляются либо после завершения звонка, либо когда набираешь модель повторно. Также советую при съемке через Live Photo делить звонок на несколько частей, так как были случаи, когда фотографии первой части съемки пропадали. Обычно это было именно при долгих звонках. FaceTime может завершать неожиданное кадрирование, то есть вы снимаете горизонтально, а FaceTime оставляет только центр кадра. Будьте внимательны и следите за кадрами всегда, чтобы не оказаться в такой ситуации. Canon и Fujifilm впереди планеты всей. Буквально на днях они запустили приложение, которое позволяет использовать зеркальную и беззеркальную камеру в качестве веб-камеры. Затестить мне пока не удалось, так как они находятся в бета-тестировании и недоступны для всех моделей камер. Но производители говорят, что список будет пополняться. В предыдущем выпуске про будущее таких съемок я размышлял, приживется ли такое направление. Я пришел к выводу, что результат во многом зависит от того, как быстро разработчики обновят приложение и предоставят больше возможностей для съемок, или же возникнут специальные. За час до публикации видео я узнал про приложение Close. Оно доступно только в Apple Store. Close помогает проводить онлайн-съемки и получать фотографии в разрешении 12 мегапикселей и видео в формате HD. Отличить снимки, сделанные в офлайне, от снятых через него практически невозможно. Думаю, в ближайшее время я сделаю полный обзор этого приложения. Сразу после съемки я обычно созваниваюсь с моделью через Zoom и через демонстрацию экрана вместе с ней отбираем кадры для обработки. В случае со съемкой через Live Photo, FaceTime не обязательно тонировать или добавлять зернистость, чтобы сделать эффект пленки. Фотографии при хорошем свете получаются качественными, их не отличить от обычных. Если же вы снимаете через скриншот или съемку экрана, то можно использовать пресеты, имитирующие пленку, VSCO-Cam, например, или Afterlight. Благодаря им слабая резкость или пиксельность будут удачно замаскированы и создастся эффект пленочной фотографии. Далее можно использовать коллажи Stories Art или Unfold Stories Lux. Особенно это актуально, если изображение получилось ниже качеством, чем вы ожидали. Через коллаж можно удачно скрыть недостатки фото. Надеюсь, моя подробная инструкция по онлайн-съемкам поможет в ваших онлайн-фотосессиях, и мы вместе станем лидерами этого нового жанра фотографии. В ближайшем видео на канале я сниму бэкстейдж с моей FaceTime съемки. С вами был тот самый Любарский. Делай, и все будет по-другому.